Девочки, сейчас геометрические серьги на пике популярности. Давайте в этом мастер-классе с вами рассмотрим несколько вариантов сережек, используя одни только катеры круглые, которые вы сможете найти в наличии дома, это 100%, любые крышечки вам в этом помогут. И я покажу, какие варианты сережек можно сделать, имея минимальное количество инструментов и материала. Единственное, что я буду еще работать с эпоксидной смолой, но этот момент можете пропустить. Изначально я нарисовала 5 вариантов сережек, но потом с одним вариантом что-то пошло не так. В результате у нас останется 4 варианта. Работать я буду с серией металлик, буду использовать текстурные коврики, буду использовать круглые катеры. И вот я уже подготовила пласты различных глин. Раскатала их на максимальной толщине, это толщина равная 2 мм. Теперь с помощью текстурного коврика я придаю фактуру на поверхности пласта. Подбирайте оттенки любые, какие хотите, и можете брать такие, которые использую я. И вот сейчас беру круглый катер, смотрите, прорезаю большую круглую заготовку, затем прорезаю внутри заготовочку поменьше, то есть мне нужно сделать сейчас круг пустотелый внутри. Делаю 2 таких заготовки и затем беру контрастный такой цвет золота, который будет прекрасно сочетаться с синим металликом. Также беру текстурный коврик, перевожу рисунок, фактуру на поверхность пластики, беру уже кругляшочек поменьше в диаметре. И теперь смотрите, я прорезаю 2 круглых заготовки побольше. Это также будут у нас бублики. Потом будем внутри вырезать пластику, делать пустотелую серединку. И еще я сделала 2 золотых заготовки диаметром в 1 см. Здесь у нас будет крепиться пусет и держать нашу сережку. Вынимаем сердцевинки из бубликов меньших размеров. Сейчас я перекладываю заготовки и вот буду формировать сережку уже на керамической плитке. На ней же буду и запекать эти серьги. И вот делю наши бублики крупные синие уже на 2 половинки. Друзья, так как я буду работать с эпоксидной смолой, я буду заливать и лицевую сторону, и изнаночную сторону. Я сейчас не делаю никаких сквозных отверстий. Если вы не будете делать заливку, тогда обязательно нужно будет в местах крепления делать сквозные отверстия, где один элемент будет соединяться с другим, чтобы потом разместить там соединительное колечко. Сейчас я делаю второй вариант сережек, и здесь же я опять буду работать с круглыми катерами, буду делать бублики, буду делать простые кружочки. Как правило, под пусет я использую кружочек диаметром 1 см, во всех сережках я буду его использовать. Я подготовила 3 контрастных оттенка, это серый, белый, черный. И сейчас вот вырезаю заготовки, опять же делаю, смотрите, и белые бублики, только уже маленькие, и из черной пластики делаю сплошные заготовки. Вы можете делать и прорезать такие же кружочки, как и я, то есть повторять за мной все действия и создавать такие же сережки. Можете комбинировать абсолютно любые сочетания сережек. Даже можно делать асимметрию и совершенно в разных цветовых тонах делать серьги. А большой бублик я делю на 2 части. Под этими дугами будут как раз у нас размещаться, вот сейчас я компонирую сережки, размещаться у нас будут все остальные кружочки. От большего будут идти к меньшему. Ну и опять же пусеты у нас будут светленькие, они будут размещены близко к мочке уха. И никаких креплений я пока не делаю. Вы, если будете на соединительном колечке соединять это все, значит обязательно делайте сквозные отверстия. Ну, в крайнем случае потом можно, если есть ручное сверло, это все просверлить. Так, ну что, делаем с вами третий вариант. Опять же, смотрите, я выбираю различные пласты и придаю им фактуру с помощью текстурных ковриков. Вы можете брать текстурный коврик с одним рисунком, а можете брать текстурный коврик с разными рисунками и с помощью скалки создавать этот рисунок на поверхности пластики. Здесь у меня уже участвует розовый металлик, салатовый и белый. И вот на этих сережках, конечно, я так немножко заморочилась. Сначала я сделала бублики с очень маленькой кромкой, и потом мне было тяжело достать сердцевину из этих бубликов, и они были очень тонкие, деформировались, поэтому я потом немножечко их переделала. Вообще здесь вот над этой парой сережек я заморочилась. Я почему-то не могу делать более простые вещи, сделать простые вещи, она будет также красиво смотреться. Тем более цернит металлик, он блестит, он переливается, и он во всей своей красе проявляется уже после обжига. Делаю опять же 2 одинаковых заготовки, и вот сейчас я буду это все размещать уже на керамической плитке, и вы поймете, как у нас будут обустроены серьги. Пока просто можете повторять все движения за мной,
прорезать такое же количество элементов, как и я сейчас прорезаю. Ссылочку на катеры, где я эти катеры именно приобретала, я оставлю в описании под видео. Если вы захотите, вы можете приобрести их. Они, в принципе, прослужат вам очень долго, не только для изделий геометрической формы. Теперь смотрите, я собираю сеть. Опять же, начинаю с основ, которые у нас идут под пусетой, будут держаться на мочке уха. И дальше я укладываю тонкие салатовые круги большие. И сверху, обратите внимание, здесь я в зеркальном отображении делаю 2 сережки, укладываю бублики, но уже поменьше, прям по центру салатового круга. В нижней части я укладываю белые бублики, также в зеркальном отображении. И потом у меня остались вот такие вот маленькие заготовочки из бубликов. Прорезала, которые маленьким катером 5 мм, я решила их присоединить к внутренней стороне больших зеленых кругов. Но опять же, если вы не будете работать с эпоксидной смолой, то есть делать потом заливку, то тогда в те места, где вы будете присоединять эти маленькие шарики, лучше всего эти места промазать жидкой пластикой для надежного скрепления. Я присоединяю так, потому что лицевую и изнаночную сторону я буду обрабатывать еще эпоксидной смолой. Так, ну что, делаем с вами 4-й вариант сережек. Опять же, я буду работать, вот здесь у меня остались те пласты, которые были от предыдущей работы. Фактура меня устраивает. Вот еще подготовила пласт черного металлика, черной глины, и вырезаю вот таких вот 2 одинаковых треугольничка. Вырежу еще один треугольничек на всякий случай, потому что глина у меня такая мягкая в руках и прям деформируется, вдруг что-то пойдет не так, чтобы у меня был в запасе еще один треугольник. И сейчас начинаю вырезать заготовки уже для следующей пары сережек. Белые бублики вырезала, сейчас вырезаю салатовые плоские заготовки. И из этих плоских заготовок я также делаю салатовые бублики. Вообще пластмассовыми катерами очень удобно работать, потому что не остается как от металлических стыка. Так, вырезаю белые сплошные заготовки, это у нас под пусеты, и еще вырезаю заготовочку из розовой пластики, из розового металлика. Здесь уже я катер взяла покрупнее. Из розовых заготовок тоже делаем бублики. Ну все, убираем лишнюю пластику, перекладываем наши заготовочки на плитку. Начинаю с больших розовых бубликов, и дальше я перехожу к треугольничкам, пускаю треугольнички вниз, прям укладываю поверх этого розового бублика. Старайтесь, конечно, делать одинаковые серьги, симметричные, чтобы все было на одной высоте, чтобы все было ровненько. Вы их делаете в зеркальном отображении, но расположение элементов одинаковое. Ну и размер сережки, соответственно, тоже старайтесь, чтобы он был одинаков. Теперь смотрите, сверху на розовые бублики рядышком с треугольничком укладываю белые бублики маленькие, и потом в нижней части укладываю салатовые бублики маленькие. Пальчиками все поправляем, пока у нас возможно это сделать на стадии мягкости глины. И белые основы будут у нас под пусеты, почему-то доминируют у меня белые основы под пусеты. Ну что, ставим все запекать. 5-ю пару сережек я вам не буду показывать, потому что она у меня не получилась после заливки. Немножечко эпоксидка все-таки сыграла не очень хорошее дело, поэтому я их выбросила, честно скажу. Так, после запекания я буду работать с эпоксидкой от Cernit. Почему с ней? Потому что она очень густая. Так как у нас очень маленькие есть элементы, очень тоненькие где-то, мне нужна эпоксидная смола, которая будет очень густая изначально. А вот вязкость у цернитовской смолы, она как раз такая, чтобы вот развел ее сейчас и здесь, и сразу же нанес на поверхность заготовок. Смола Cernit высыхает быстрее, чем любые другие ювелирные смолы. Это я знаю в своей практике, поэтому с ней работать нужно очень быстро. Если у вас много заготовок, и если у вас небольшая практика работы с эпоксидной смолой, лучше тогда разводить ее в небольших пропорциях и постепенно заливать, пока она еще готова распределиться по поверхности ваших заготовок и не подсохла. Наношу небольшое количество, много не наносите, лучше потом капельку какую-то добавить сверху, если вы чувствуете, что провалилась эпоксидная смола, распределяйте аккуратно все зубочистками и лучше не открепляйте изделия от плитки после запекания. Так вам удобнее будет, у вас не будут скользить и не будут ерзать ваши заготовочки. Вам не надо будет придерживать второй зубочисткой, вам удобно будет распределять, потому что приклеены все ваши заготовки к плитке.
Распределяем равномерно, и вы посмотрите, уже даже на этом этапе видно, насколько эпоксидная смола подчеркивает цернит металлика. Мы же даже не в технике Микашифт работали, мы просто с вами придали фактуру, и она такая объемная, выпуклая у нас осталась. Если вы будете работать еще в технике Микашифт, тогда у вас эпоксидная смола вытянет вот это сияние цернит металлика наверх. Будет еще более ярко и эффектно. Заготовки с эпоксидной смолой мы ставим на 24 часа, чтобы они полностью полимеризовались, чтобы они застыли. И после того, как лицевой слой подсохнет, мы с вами должны к основам приклеить пусеты металлические, то есть с обратной стороны всех заготовок, маленьких, кругленьких, которые у нас по 1 см в диаметре, мы на быстросохнущий клей сначала приклеиваем пусеты, а дальше я снова развела эпоксидную смолу, но добавила в нее белый пигмент. Мне хочется, чтобы обратная сторона наших сережек, она была чисто белой, гладенькой, блестящей, такой, знаете, как отполированной. В общем, я сделала, чтобы основа была непрозрачной. И вот теперь наношу эпоксидную смолу, подкрашенную белой краской, на обратную сторону всех наших заготовок. Это касается и тех заготовок, у которых с обратной стороны пусет приклеил. Эпоксидная смола будет его надежно держать. Это намного надежнее, чем любой другой клей, в том числе эпоксидный клей. Эпоксидная смола все-таки, она полностью обволакивает вашу основу, и металлическую основу пусет закрывает, и надежнее, в принципе, ничего не придумаешь для крепления. И смотрите, обратную сторону аккуратненько я также обрабатываю белой подкрашенной эпоксидной смолой у всех сережек. Где-то есть у металлика переходы, где наложение пластов идет, и вот в этих местах появляются иногда темные пятна с обратной стороны. Я этого не хочу, поэтому я сейчас это все буду закрывать белой смолой. И после того, как смола высохнет, у нас обратная сторона будет классной и чистенькой, беленькой и блестящей. Если у вас сережка в процессе носки перевернется, обратная сторона будет идеальная. Так, смотрите, по поводу креплений. Крепления я буду вкручивать штифты. Вот как у меня сережки лежали, когда я их собирала на плитке керамической, вот точно так же я буду вкручивать штифты. Вы должны посмотреть, распределить, можете за мной просто повторять серьги, как идет укладка каждых элементов, и вкручивать штифты в тех местах, где вкручивала я. А вообще здесь полет фантазии, и он может быть неограниченный, то есть как вам захочется, так вы это все и крепите друг к другу. Единственное, пожалуйста, штифты все приклеивайте либо на быстросохнущий клей, в идеале их приклеивать, также закручивать на эпоксидную смолу, чтобы уже намертво было, чтобы в процессе носки, особенно серьги, которые болтают и свисаются, чтобы не выкручивался штифт, а быстросохнущий клей может рассохнуться. Все-таки лучше либо эпоксидный клей, либо эпоксидная смола. В любом случае у вас всегда, когда вы работаете со смолой, остаются остатки. И можно где-то в стороне откладывать такие заготовки, потом, когда смола осталась, ее надо использовать быстренько, вы можете делать, вкручивать штифты и делать такие заготовки для последующих ваших изделий. Но опять же, этап с эпоксидной смолой вы можете пропустить, если вы с ней никогда не работали и если у вас нет ее в наличии. Вы можете сделать просто серьги геометрической формы, покрыть их потом лаком и вкрутить, в принципе, также штифты, либо просверлить отверстия и подвесить на соединительных колечках все эти элементы. Друзья, я надеюсь, что этот мастер-класс вам понравился и что какой-то из этих вариантов сережек вам приглянулся. Возможно, вы захотите его повторить и создадите точно такую же красоту, но уже своими руками. Если вам урок понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые мастер-классы. Я буду рада любой активности на моем канале, это поддержит канал и поможет вывести его на более верхние позиции по просмотрам. Всем спасибо, желаю вам приятной лепки, приятного просмотра и безграничного вдохновения.